Приветствую тебя на своем канале. На первый взгляд, Меркурий нам может показаться скучной и банальной планетой. Но мало кто знает, что Меркурий является наименее изученной планетой земной группы. Потому что сбор и обработка полученной информации представляет очень трудоемкий процесс. Звучит банально, но все дело в его близости к Солнцу. До сих пор остается неизвестным, кто стал первооткрывателем этой планеты. Вероятнее всего, он был открыт в ту эпоху, когда человек стал пристально изучать ночное небо. Бытует мнение, что когда-то Меркурий был спутником Венеры, но впоследствии космической катастрофы Меркурий отделился от нее и приобрел новую орбиту. Такие предположения стали зарождаться еще в середине 19 века. Именно эта гипотеза хорошо объясняет большую вытянутость орбиты, его резонансный характер обращения вокруг Солнца, а также потерю своего вращательного момента. Поэтому ученых еще сильнее стала интересовать биография Меркурия, что послужило началом запуска космического аппарата Маринер-10. Получив изображение Меркурия, специалисты пришли к выводу, что Меркурий и Луна имеют поразительное сходство рельефа. Лунные кратеры абсолютно аналогичны с кратерами Меркурия. Такие факты послужили появлению гипотезы, что в результате столкновения протопланет Земля получила в спутнике Луну, а Венера – Меркурий. Но почему же впоследствии Меркурий сбежал от Венеры? На этот счет существует две версии. Первая. Меркурий столкнулся с крупным астероидом или кометой, и его снесло по направлению к Солнцу. Вторая. Меркурием завладело солнечное притяжение, впоследствии чего он приобрел собственную орбиту. Было ли это так на самом деле, доказать пока не представляется возможным, но астрономы предполагают, что внутри Меркурия содержится гигантское ядро размером в 3/4 радиуса самой планеты. И если это так на самом деле, то Меркурий никогда не мог быть спутником. Но это еще не самое интересное. Из всех планет Солнечной системы движение и вращение Меркурия является самым необычным. Дело в том, что сам процесс осевых оборотов проходит замедленно. Если на один оборот уходит 176 дней, то на орбитальный 88. Что касается скорости по экватору, этот показатель более 10 тысяч км в час. Это приводит к солнечным дням, где наоборот тратится 58 дней. Если бы вы побывали в гостях у планеты, то смогли бы наблюдать, как Солнце поднимается до половины и задерживается на одной точке в течение всего дня. Хотите удивить девушку? Отправляйтесь с ней на Меркурий. В общем, говоря совсем простым языком, Меркурий – единственная планета, на которой можно наблюдать движение Солнца в обратную сторону. Это явление имеет вполне логичное объяснение. Скорость вращения вокруг своей оси значительно медленнее, чем по своей орбите. Из-за такой разницы в скоростных режимах и возникает эффект изменения движения Солнца. Плюс ко всему, на его поверхности можно наблюдать фантастическое явление – 2 заката и 2 восхода. Связано это с тем, что долгота расположена на 90 градусов к восточной стороне от области, освещаемой Солнцем. А если переместиться на меридианы 0 и 180 градусов, то можно стать свидетелем 3 закатов и восходов за сутки. За всю историю человечества Меркурий посещали только 2 земных объекта. Первый объект – это межпланетная станция Маринер-10, отправленная в 1974 году. Ей удалось несколько раз облететь планету и передать уникальные снимки на Землю. Маринеру удалось добраться до Меркурия за 147 дней. А вот Мессенджеру понадобилось уже 1260 дней. Дело в том, что ученым нужно было отправить его на орбиту планеты, поэтому пришлось снизить скорость и не промчаться мимо. Благодаря Мессенджеру были получены очень ценные материалы, благодаря которым стало ясно, что налицо асимметричность магнитного поля относительно полюсов. Поэтому солнечный ветер доносит до них неодинаковое количество своих частиц. Но и о грустном. Меркурий одинок, он не имеет спутников и колец, и до сих пор непонятна его биография. Сложно представить, чтобы на такой планете когда-то могла развиваться жизнь. Этот причудливый мир способен накаляться до 450 градусов, пока вторая сторона застывает от ледникового периода в минус 180 градусов. Атмосферы практически не существует, поэтому нет никакой защиты от мощных и опасных солнечных лучей, а также возможности удерживать ночью тепло.
В 2018 году запланирован запуск европейского космического объекта на Меркурий. Надеюсь, что совсем скоро мы узнаем еще что-то новое. Ну и в конце, как обычно, лайк, если понравилось видео, и подписывайся на канал. Спасибо за просмотр. Пока.